Биткоин буквально за 3 дня упал на 10% до 27 тысяч долларов, из-за чего такое стремительное падение полностью уничтожило весь рост, который мы наблюдали последние пару недель. В условиях такого рынка альткоины начали падать еще больше, по 12, 15, а то и по 20% меньше, чем за неделю. Но что произошло? Неужели опять очередное банкротство какой-нибудь криптобиржи или начало нового банковского кризиса? Нет, пока все биржи и банки на месте, и причина кроется в другом, а именно в уходе Coinbase из США, падение фондового рынка на фоне конфликта Америки и Китая, а также негативных экономических отчетов, которые указывают на начало рецессии. Да, именно такие новостные заголовки мы начали получать в последние дни, но все ли так печально, как может показаться на первый взгляд, нам предстоит разобрать в этом видео. Ведь сегодня мы проанализируем различные новости из мира крипты, которые повлияли на это жесткое падение, а также мы проведем теханализ биткоина, чтобы понимать, на каком уровне он будет закрывать этот месяц. Так что перед просмотром обязательно поддержите видео лайком, который влияет на скорость выхода новых роликов, а также смотрите видео до конца, чтобы узнать, сколько будет стоить биткоин в конце этого месяца. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22. Для того чтобы понять, почему крипта упала и что с ней будет дальше, сегодня нам необходимо разобрать последние новости, которые происходили на рынке. А начнем мы с того, что в четверг в нашем телеграм-канале мы опубликовали важную новость для крипты. Ведь Европа подписала первый в мире законопроект для регулирования криптовалюты, который называется MiCA. И он включает в себя контроль за криптобиржами, стейкинг-площадками, криптокошельками и многое другое. Сам законопроект вступит в силу через год, и в теории он должен внести ясность в работу бирж на территории ЕС. С одной стороны, это хорошо, ведь мы получим дополнительный контроль, а с другой не очень, так как правительству может что-то не понравиться в той или иной бирже, и ей просто придется покинуть рынок ЕС. CZ прокомментировал, что Binance уже готова внести коррективы в свою работу, но будут ли эти корректировки в пользу клиентов, пока неизвестно. И кстати, вчера также в нашем телеграм-канале мы сообщили, что Binance запустила новый лаунчпад монеты Open Campus, из-за чего монета BNB взлетела на 5%, потому что для участия в лаунчпаде нужно иметь токены BNB. Вот поэтому, если ты желаешь знать, что происходит с рынком крипты прямо здесь и сейчас, просто подпишись на наш телеграм-канал, ведь помимо новостей ты сможешь найти множество отчетов, которые оказывают сильное влияние на рынок. Касательно биткоина, его цена упала до самого низкого уровня, начиная с 3 апреля, до 27 160 долларов, после трехдневного падения на 10%. О такой коррекции мы говорили вот в этом видео и прогнозировали, что мы можем упасть в диапазон от 28 до 27 тысяч. Но на то время, когда биткоин был выше 30 тысяч, было сложно представить, что буквально за 3 дня мы упадем до такого низкого уровня. Но все мы знаем, что такое крипта, ведь очень много факторов влияют на ее движение. И одним из таких негативных факторов стало заявление Брайана Армстронга, что биржа Coinbase может покинуть американский рынок и уже начинает к этому готовиться. Во вторник глава Coinbase заявил, у США есть потенциал стать важным рынком для криптовалют, но сейчас мы не видим той нормативной ясности, которая нам нужна. И сказал, что если через несколько лет мы не увидим, что в США появится ясность в отношении регулирования, нам, возможно, придется рассмотреть вопрос об увеличении инвестиций в другие страны мира. И одно подходящее место они для себя выбрали, а именно Бермудские острова, на которых они уже получили лицензию для своей работы. Бермуды — это офшор, где нет такого надзора, как в США, что позволит Coinbase составить конкуренцию Binance. Вообще, самой главной причиной, почему Coinbase планирует покинуть рынок США, стали претензии от SEC еще в конце марта. Ведь тогда биржа получила письмо Уэллса. Это так называемое предупреждение от SEC, которое предполагает, что биржа нарушает законы, но какие конкретно не указывается. И после этого глава Coinbase заявил, что теперь они будут подавать в суд на SEC, потому что их претензии не имеют конкретики и четких правил регуляции. А это большая проблема для всех криптокомпаний, из-за чего даже Конгресс США начал критиковать Генслера и отчитывать его как первоклассника за то, что он столько лет, будучи главой SEC, так и не добился элементарных правил для крипты, а только позволил рухнуть FTX с миллиардами долларов американских вкладчиков. Также его жестко начали критиковать за его двухстороннюю позицию, мол, одни криптовалюты он называет ценными бумагами, а другие нет. И также он получил очень много вопросов, почему SEC вообще позволила Coinbase стать публичной компанией, но при этом они обвиняют биржу в том, что она торгует незарегистрированными акциями. Этот вопрос задавали конгрессмены, и
Генслер ответить на него не смог, после чего республиканец Уоррен Дэвинсон назвал 7 причин, по которым Генслер должен покинуть свой пост. Можете поставить на паузу и почитать подробней. Поэтому за такую работу Генслера действительно стоит уволить, ведь именно такая неразбериха и подталкивает крупные биржи покинуть Америку и зарегистрироваться где-нибудь в офшорной зоне. Но сами понимаете, когда вторая биржа мира покидает такой огромный рынок, как США, это очень негативно влияет на криптовалюту, из-за чего мы получили такую сильную коррекцию. Тем не менее, даже на падающем рынке можно получать прибыль, а если ты не знаешь как, я расскажу тебе о такой вещи, как подписка Coin22 Pro. Подписка Pro – это аналитический сервис от команды аналитиков Coin22, которая уже более полугода продолжает предоставлять профессиональную и прибыльную аналитику крипторынка. Например, на днях участники Pro заработали от 20% на падении монеты Hedera, от 25% на снижении лайткоина, от 30% на коррекции Filecoin, и таким простым образом зарабатывать может каждый. А если ты новичок, специально для тебя мы предоставим пошаговое обучение абсолютно с нуля, чтобы научить тебя зарабатывать на крипте. Поэтому если ты желаешь заранее знать, куда направится рынок в ближайшее время, чтобы на этом заработать, присоединяйся к подписке Pro по ссылке в описании. Также немаловажным фактором, который повлиял на рынок, стало несколько негативных отчетов США, потому что последняя партия отчетов этого месяца в четверг показала, что количество заявок на получение пособия по безработице выросло больше, чем ожидалось, в то время как производительная активность также сократилась намного сильнее, чем прогнозировалось. С одной стороны, это положительная новость для ФРС, ведь они добились увеличения безработицы, которая позволит им смягчить свою политику, но из-за того, что показатели очень отставали от прогнозов, это оказало большое негативное влияние. И эти отчеты привели к тому, что фондовым рынкам пришлось закрывать эту неделю в минус. На следующей неделе нас также будут ожидать два последних важных отчета в этом месяце, перед ставкой ФРС 3 мая. А именно ВВП США за первый квартал 27 числа, а также базовый индекс на личное потребление в пятницу. И как раз таки базовый ценовой индекс сыграет важную роль для ФРС, ведь он покажет, насколько упали цены и снизилась ли инфляция, что в свою очередь повлияет на крипту. А прогноз и результаты этих отчетов вы сможете найти у нас в Telegram. Также акции упали из-за напряженных отношений между США и Китаем, поскольку Байден в ближайшие несколько недель должен подписать указ о сдерживании инвестиций США в ключевые секторы Китая. И давление между США и Китаем также усилилось после того, как Пекин в четверг объявил о планах провести военное учение у своего побережья в Южно-Китайском море на фоне напряжения в отношении с Тайбэем и Вашингтоном. Конечно, это событие может утихнуть точно так же, как и история с Тайванем, но тем не менее влияние на рынок оно оказывает. Перейдя к анализу самого биткоина, могу сказать, что нам есть на что обратить внимание. Прогноз мы составим на ближайшие пару недель и проанализируем, на каком уровне биткоин будет закрывать этот месяц. На недельном графике цена биткоина показывает медвежью картину, намекая многим покупателям, что нужно быть очень осторожным. Но для тех, кто думает, что это конец для биткоина в 2023 году, могу сказать, что это совсем не так. Биткоин еще будет расти, вот только вопрос когда. Если смотреть глобально, то биткоин сформировал окончательное дно еще в последнем квартале 2022 года, что привело к сильному росту, и с начала года он вырос более чем на 80%, зафиксировав локальный максимум на уровне $30 960. И с технической стороны биткоин движется вокруг двух более высоких уровней и нисходящей свечи между этими пиками. И после того, как формируется второй более высокий максимум и биткоин начинает восстанавливаться, мы должны обращать внимание на то, как цена реагирует на последнюю падающую свечу. Если быстрый пробой приводит к созданию нового более низкого минимума, это подтверждает формирование медвежьего пробоя на вот этом уровне. И по факту цена биткоина уже начала испытывать огромное давление со стороны продавцов, после того, как рискнула войти в этот медвежий прорыв. И получилось так, что биткоин полностью аннулировал прибыль предыдущих недель. Но куда он пойдет дальше? В этом случае мы, как всегда, имеем два основных сценария. И какому из них вы склоняетесь больше, можете написать в комментариях. После коррекции мы упали вот в этот диапазон от 27 до 28,5 тысяч, в котором ранее инвесторы накапливали биткоин. И если в ближайшие дни мы вновь увидим, как биткоин начинает накапливать, это подтолкнет его цену выше до 30 тысяч. И если 30 тысяч мы пройдем без особого сопротивления, отметить новый максимум на уровне 35 будет вполне реально. Но второй вариант может разочаровать тех, кто уже открыл лонг-позиции. Ведь если в эти выходные продажи увеличатся еще больше, следующая поддержка нас ждет на уровне 26,5 и 25 тысяч. И такое движение может произойти, особенно
особенно если индекс цен на следующей неделе покажет хоть малейший рост, из-за чего мы снова надолго застрянем ниже 30 тысяч. Но более четкое понимание будущего движения могут предоставить данные накопления биткоинов, и как мы видим, примерно 2,3 миллиона адресов, которые купили 1 миллион биткоинов по средней цене 30 392 доллара, сейчас находятся в убытке. А дальше идут еще больше, 4,7 миллиона адресов, накопивших 1,95 миллионов биткоинов по средней цене 39 332 доллара. И эти данные указывают на то, что падение должно остановиться. И еще одним подтверждением бычьего прогноза являются уровни от 23 до 28 тысяч, где почти 3,7 миллиона адресов купили 1,86 миллионов биткоинов по средней цене 25 433 доллара. И вероятно, эти инвесторы будут накапливать больше биткоинов, если цена начнет падать в этот диапазон, что потенциально может остановить падение. Но сами понимаете, полностью надеяться на этих инвесторов, которые купят биткоин на этих уровнях, не стоит, ведь чтобы биткоин продолжили накапливать, ему нужно нащупать локальное дно, и уже имея твердую поддержку, как это было вот здесь, можно будет консолидироваться и накапливать монеты. Но пока цена продолжает двигаться вниз и биткоин откупать не собираются. Сказать, что начался полноценный медвежий тренд, подобный 2022 году, я не могу, ведь сейчас мы наблюдаем коррекцию, которая действительно была ожидаема, а куча негативных новостей только ее ускорили. И скорее всего биткоин будет торговаться ниже 30 тысяч в ближайшие пару недель, пока мы не получим ценовой индекс, а также процентную ставку 3 мая. Собственно говоря, это и будут важные даты, которые решат будущее направление биткоина. Сейчас мы уже приступаем собирать все больше информации по процентным ставкам и начинаем подготавливать новый ролик. Так что если вы желаете увидеть его как можно раньше, поддержите это видео лайком. Также переходите в наш телеграм-канал, чтобы получать результаты отчетов по инфляции, и не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой коррекции и до какого минимального уровня опустится биткоин. Как всегда, спасибо вам за просмотр, всем удачи, до скорых встреч.